Сибирь – это очень интересное само по себе место. Ну, во-первых, огромная по площади территория. 10 миллионов квадратных километров. Во-вторых, климат уникальный. Такого климата больше нигде нет. Сравнивать климат Сибири с климатом Канады – это очень некорректно. Климат даже тех вот населенных канадцами регионов на юге страны – это климат похож на климат североевропейской части. Скажем, Вологодской губернии или, скажем, Псковской и Новгородской областей. Когда приезжают ребята из Сибири, мои студенты, которые привели в экспедицию в Псковскую область, они были поражены тем, какие низкие фундаменты. Вот котлован роется всего на 30 сантиметров. Это разве фундамент? В Сибири 1,5 метра фундамент. Сибирь – область сверхкапитального строительства. Это строгий термин архитектурный. Зачем нужно сверхкапитальное строительство? Потому что хотя бы короткое время, пусть неделю всего в году, но будет минус 40. Причем это на юге Сибири, где человек живет так же, как в Европе, живет в нормальных домах, ведет земледельческое хозяйство. То есть образ жизни европейца в Минусинской котловине или под Красноярском и в той же Вологодской области очень похож. Но в Вологодской области не нужен такой фундамент и не нужно сверхкапитальное строительство. То есть климат совершенно особенный. Начнем с этого. Потом в Сибири всегда из-за ее тех особенностей климата, очень жесткого, очень сурового, всегда был очаговый тип расселения. Вы никогда не будете селиться в Сибири, так селиться даже в североевропейской части, той же Ивановской или той же Тверской области. То есть вы не сможете распахать всю территорию. Чуть повыше, 200 метров выше местности, и уже климат такой, что распахать ее трудно. И жить европейцу неуютно. Поэтому в котловинах будут жить люди, а там, где повыше, жить не будут. В Западной Сибири там гораздо меньше тех возвышенностей, там плоско как слой равнина, но там есть болото. Там болото и регионы малоувлажненной степи. Там тоже человек жить не будет. То есть всегда есть места, где человек живет, а они соседствуют с территориями ненаселенными. Знаю по себе, на собственном опыте, что человек совершенно современный, живущий в большом городе, знающий современный тип расселения, средства транспорта современные, он сталкивается с такими местами, он постоянно находится в таких местах, где волей-неволей переходит в совершенно первобытная жизнь. Он по-другому двигается, по-другому чувствует, по-другому живет. Европеец современный, живущий в таежной зоне и ведущий охотничий образ жизни, он невольно утрачивает многие нажитки цивилизации. Вот когда я читал сочинение одного, если не ошибаюсь, голландца, жившего на территории Бразилии, когда там строили будущий город Бразилия, будущую столицу Бразилии, он вдруг обнаружил, что у него сутки исчезли. Светлое время сменилось с темным, и все. Вот понимание суток, оно стало ему не нужным, не актуальным. И понятие времени для него исчезло. Он перестал понимать, что такое час. Зачем это знать? Ему-то нет необходимости. Что такое километр? А зачем? Если я иду по тропическому лесу или по болоту, иду с разной скоростью. Мне нужно знать, как я быстро приду в нужное место. А километраж мне не важен. И я поймался на том, что временами в экспедициях я таким же образом утрачивал понимание суток. А зачем мне нужно? Просто было темно, стало светло, потом опять стало темно. Все в порядке. Исчезает представление о километраже, но появляется удивительное интуитивное ощущение опасности. Вот любое изменение в окружающей природе, и ты его почему-то чувствуешь. Вот ты приходишь в некое место, вдруг тебе не хочется здесь останавливаться. Почему ты не можешь объяснить? Ты переходишь в другое место, и там ночуешь. И там ночуешь, там хорошо. Но ты вдруг просыпаешься ночью. Почему? Ты лишь прислушиваешься. И вдруг вдалеке хрустнула ветка. Ты понимаешь, там кто-то ходит большой. Но ты проснулся до того, как она хрустнула. Ты сначала почувствовал, а потом уже начал слушать. Потом уже утром ты придешь и узнаешь, что ходил. Но ночью ты будешь не спать до тех пор, пока он ходит. Он ушел, и ты заснул опять. Вот с такими феноменами я сталкивался лично. Наблюдал много у разных людей, общался с людьми, которые так жили. То есть это совершенно обычная часть жизни такого путешествующего человека. В наше время многие горожане в Сибири, они не путешествуют по ней, они не знают ее. Житель миллионного города Красноярска может никогда не бывать за его пределами.
Но даже для него земли будет больше. Прямо в самом Красноярске есть огромный такой естественный парк, остров Татышева. Прямо на Енисее огромный остров. Такого колоссального пространства дикой природы, ну почти дикой природы, живут суслики и утки. Такого нет нигде в городах североевропейской части России, тем более ни в одном городе Европы. И не может быть, земли меньше. Кроме того, вы отойдете от Красноярска на 50 километров, и вы окажетесь в местах, где вообще нету никаких людей. Когда я первый раз попал в европейской части России на охоту, у меня было два источника шока. Во-первых, какой маленький лось. Вот застреленный Аристарховым лось лежит взрослое животное, 4 отростка на рогах. Но это лось-недомерок. Он размером с подростка лося вот сибирского. Просто животное более мелкое. Такая же косуля более мелкая, европейская, и волк более мелкий. И, похоже, они измельчали, потому что человек постоянно прессингует. Не потому что они всегда были такие. И второй источник шока, такого изумления. Я никак не могу найти место, где нет чувствовать работы человека. В Сибири я постоянно могу уйти в какое-то место, где ни дороги нету, ни следов рубки нету, ни тем более там ржавых деталей для человека нету. Какой-нибудь ржавой будки от автобуса, например. А тут я нахожусь в охотничьих угодьях, и вдруг ловлю звуки трассы. Тогда что, здесь охота идет? Или здесь трасса идет? А это одно и то же, простите. Однажды вот ехали из Петербурга в Москву, гнали груз моих книжек, ну и ехали ночью. Лоси перебегают. Ленинградка. Трасса между двумя крупнейшими городами. Тоже бегают животные. В Сибири такого не, ребята. Вы можете находиться в местах, где такого нет, где не чувствуется влияние человека. А так я стою на номере, я жду лося и слушаю, как там трасса где-то шумит. А прямо передо мной стоит несколько таких обрубленных столбиков. Видно, что отрубили, что несли древесину. И стою где-нибудь на дороге. И в стороне будка ржавая торчит. Какой-то столб. Это что-то охота? Это охотничье угодье? Да, они такие вот в Европе охотничьи угодья. То есть начинает производить на сибиряка сильное впечатление. Вот под Красноярском, даже под Красноярском, километров 50, в 100, я вам покажу несколько мест, где вообще нет никакой следов деятельности человека. Совсем. И вот вы приезжаете в какую-то деревню, ну, скажем, в Юксеево, Большое Село, или в Береговую Таскино, поменьше, на Енисее прямо находится, на трассе. Места связаны с Красноярском хорошими дорогами. Но вы уходите на 3-4 километра от этих мест и опадаете в совершенно первобытный лес, где ни ржавых остовов автобусов старых, ни следов рубки, ни каких-то дорожек и тропинок. Вы там просто не увидите, их просто нет. Именно в этих местах. То есть совершенно другой уровень воздействия человека на окружающую природу. В Сибири вы постоянно сталкиваетесь с населенкой, с холодом. И мне приходится иногда объяснять людям с юга, вот скажем, крымчанам, я объясняю, это холод, который убивает. Как? Ну, холод убивает человека. Так не может быть. Что значит не может быть? Минус 20 убивает человека. Без теплой одежды, без хорошей еды вы погибнете. Вы не сможете жить при этом холоде. Минус 40 убьет вас очень быстро. Без теплого жилья, без еды, без шубы. Он вас уничтожит, холод. Холод, ненаселенка, огромное расстояние. Вот даже идет поезд через Сибирь, и жители Европы говорят, как? А почему станции нету? Километров 50 поезд идет через ненаселенку, где просто нет ничего. Вот из окна поезда виден лес. Там нет городов и поселков. В европейской части России на севере так еще бывает, но очень мало. А в южной части, к югу от Москвы, кончилось одно поселение, началось другое. Все время где кто живет, когда какая-то деятельность людей. В Сибири это не так. Плюс к этому в Сибири есть места, где расстояние становится еще больше. На некотором расстоянии от населенных пунктов, не возле них. На моих глазах однажды произошло событие следующее. Мы собирали грибы, мы с своими друзьями. И мой сын, он в очках ходит, плохо видит. Он перепутал расстояние. И вижу, как мой нежно любимый ребеночек движется себе по местности в направлении Тувы. И вдруг понимаю, что если мы сейчас его не свернем, то есть мы не обратим на себя внимание на себя, то он уйдет в Туву. Там впереди 300 километров пути до ближайшего человека. И мы с своими друзьями, с Волковыми,
бежим на ближайшую гору, там сумасшедшие прыгаем, орем, а-а-а! То есть, чтобы у нас обратил просто внимание. Слава богу, Женька заметил, посмотрел и свернул. А так бы 300 километров шел бы. Это вполне реальная вещь, понимаете? Мне доводилось ходить по местам, где с одной стороны человек ближайший 150 километров, с другой 200, впереди 300, а сзади 400. Это обычная вещь. То есть, может быть, бродячие эвенки там и ходят. Ну, может быть, да? Место ненаселенное реально. И у человека, живущего в таких условиях, вырабатываются какие-то другие, чувства, ощущения, понимания жизни. Я говорил уже о некоторых моментах, об чувстве опасности, об интуиции, о мгновенном реагировании на всякое изменение внешней среды. А кроме того, потрясающее ощущение пространства. Вот я так ходить не умею. Я могу ходить без дорог. Мне нужно думать при этом, ориентироваться по компасу, собрать, куда я иду. А эвенк идет, такое впечатление, что вообще даже не думает, куда он идет. Он просто включает какой-то невидимый компас. И спрашивает, старшего поколения эвенк, мы идем 30 километров. Никаких признаков тропинки. Ничего. Просто вот ягель, эти самые дурацкие лиственницы, макасы. И на протяжении 7 километров впереди тянется вдоль речки поселок. Тебя к Кольке везти или к Антоле везти? То есть к конторе. Говорю, веди к Кольке. И он выводит прямо к дому Кольки. Как ты вывел? Трахт. Какой трахт? Вот трахт. То есть дорога. Я смотрю, не вижу трахта. Там нет трахта. Там есть тот же самый ягель. А он так идет уверенно, спокойно идет, даже не думает об этом. Он вывел, все, нормально. Причем человек говорит, как ты можешь умирал? Как ты мог умирать, если я погибну в лесу, если у меня не будет оружия? Как? Хорошо, что будешь делать? Везде еда. Где еда? Покажи. И он показывает. А вот гнездо птиц, там яйца лежат. А вот когда птичку можно просто руками взять элементарно. А вот саран, как корешок. А вон там мед можно взять. То есть самая разнообразная еда. Он сразу покажет. Все. Еда вот вокруг. То есть у людей совершенно другое ощущение пространства, другое понимание жизни. Это сильно другие люди. Больше того, даже люди юга иногда. Вот я просто поражался местным охотникам, которые каким-то удивительным образом чувствуют пространство, чувствуют местность. Они просто знают, что будет происходить, не предсказывают события заранее. Их не обижает местные животные. Но опять же, животные будут, так сказать, хулиганить иногда. То есть, понимаете, зверь в Сибири ведет себя по-другому, чем в европейской части. Он гораздо чаще себя обнаруживает, гораздо нахальнее себя ведет. Вот последний раз, в 2012 году, совсем недавно, опять же, в том же самом Саянах, у Волковых, я привез своих друзей из Красноярска с ним познакомить. Ребята пошли смотреть приваты на медведей. А я ногу подвернул, там шип у меня какой-то вылез. И вот я сижу возле вагончика, там, в таком спокойной жизни, в лагере, то есть как бы охотничьем, а другие километра за 2 ушли. И вдруг дико рявкает медведь. Блядочка, метрах в 300, наверное. Просто рявкнул. И явно выжидает, сволочь, а что я буду делать? Я вот в этом рявкнул. Бой! Замолчал мерзавец. Вот если бы я испугался, обижал бы, неприятно думать, что могло быть. И вот зверь часто проверяет таким образом человека. Когда вот мои сыновья ходили с сыновьями Волкова на перевал, на вершину, где Галицы, где кончается уже лес в высокогорье, и там начинается самое открытое пространство. Они ночью возвращались. Но опять же, люди ходят потрясающим образом по ночам, например. Дорога, можно идти по дороге ночью. И вдруг раздается запах падали. Кто пахнет падалью? Понятно. Они смотрят вокруг. Ни звука, ничего. 4 молодых здоровых парней, 2 ружья. А запах то сильнее, то слабее. То вроде какой-то шелест раздается, то не раздается. Непонятно. Потом мы входили в это место уже днем, ничего не нашли. Но кто даже запах падали сдавал, ходил за ними. То есть что-то такое шло за ими крупное. Следил опять за реакцией. 4 парней не испугались, оружие было. Чтоб Волковых младших можно было медведем напугать, я не представляю. Это медведь их боится. То есть вот опять же, это приключение людей, которых я лично знаю, совершенно современных людей,
людей, которые могут жить в большом городе, зарабатывать деньги, ну, то есть, такие же, как мы с вами. Вот. Это люди одновременно в каких-то других отношениях с природой, в другом пласте. А это такие же россияне, как мы с вами, такие же русские люди. Вот, в частности, у одного из сыновей Волковых, я помню, совершенно исчезло представление, опять же, о километре и часе. Оно было просто не нужно. Мальчик не пользовался им понятием, даже не понимал, я ему говорю, а сколько километров до места? Часа 2 идти будем. Пошли. Идем 5-й час. А сколько идти будем? 5 часов. И тут же пришли. Такие маленькие парадоксы.